Жени Анисимова, если не имеет кожа на спине частично, и как почистить сосуды народными способами. Проблема онемения кожи на спине называется парестезией. И такая парестезия очень часто является проблемой заболевания позвоночника. Нервные окончания входят в мозг, и обычно говорят вот такие полосообразные онемения о том, что у вас есть спондилолистоз или грыжи позвоночника, позвоночной ткани или воспаление позвоночной ткани во всех совершенно случаях. Даже если человек говорит, что у меня это периодически, я хочу вам сказать, что это правильно. Обычно любые заболевания позвоночника, они не проявляются одномоментно. Обычно это происходит вот так, через определенные периоды. И, как правило, симптоматика всегда одна и та же, и она связана с вот такой парестезией. Именно поэтому я бы хотел вам дать все-таки совет. Найдите 7 упражнений для позвоночника Андрея Дуйко, используйте их, как я там даю. Найти это можно в виде бесплатного вебинара, который я когда-то проводил. Там я показываю очень несложные 7 упражнений, которые необходимо делать с утра. Из моих препаратов рекомендую принимать препарат Вертебралис по 2 таблетки 3-4 раза в день и мазь, которая называется вертебрализовая. Далее, как можно в домашних условиях и легко почистить сосуды народным способом. Существует народный способ. Вообще, знаете, для того, чтобы понимать, как почистить сосуды, необходимо рассмотреть вопрос, чем же забиваются сосуды, почему, что это такое. Обычно это связано с заболеванием, которое называется атеросклероз. Одна из проблем атеросклероза — это появление атеросклеротических бляшек. Появление в интиме сосуда появляются атеросклеротические бляшки. Они обычно происходят, если их рассматривать, то это происходит как накопление липопротеинов, которые склеиваются между собой, которые, скорее всего, несли на себе холестерин, после чего происходит вот увеличение и накопление липопротеинов. Протеины — это белки, между собой они спаиваются, происходит появление бляшки. Это мое мнение, могу сказать, что оно отчасти не медицинское. Что такое холестерин, почему холестерин возникает, и как справляться, и какие есть народные способы, в общем, на что необходимо обращать внимание. Что же это за бич такой? Как известно, холестерин на сегодняшний день выявляется 3 видов. Это холестерин, липопротеины высокой плотности, низкой, очень низкой плотности. Липопротеины высокой плотности — это грубо полезный холестерин, который полезен для нашего организма. Низкой, очень низкой плотности — это плохой холестерин. Холестерин — это жировой липид или липид, который образовывается печенью и который переносится на протеинах, которые называются липопротеинами. То есть протеин, который переносит на себе холестерин. И для чего этот холестерин нужен? Дело в том, что холестерин участвует в формировании клетки во всем организме, и усвоение такого липида холестерина происходит в случае, если клетка имеет высокую эластичность. Высокая эластичность клетки обычно формируется в случае, если нет никаких проблем в организме, которые связаны с коллагеном и формированием коллагена. Весь связочный аппарат в организме состоит из коллагена, и очень часто потеря коллагена приводит к потере эластичности холестерина, к потере эластичности клеток организма, что в итоге приводит к увеличению холестерина. Это, конечно же, очень улыбает, но я бы хотел сказать вам, что это прямо доказательно. Почему я это говорю? Оказывается, в случае, если человек, который страдает увеличением холестерина, начинает принимать статины,
то холестерин, конечно же, уменьшается. Но есть такая особенность. В случае, если вы хотите заменить статины и не принимать статины, а заменить их коллагеном, обычно я рекомендую использовать животный коллаген. В случае, если человек начинает использовать или применять животный коллаген, в моей компании животный коллаген называется коллаген восстанавливающий. В случае, если человек начинает принимать животный коллаген по 1 грамму на 10 килограммов своего веса, допустим, у вас 70 килограмм, это 7 грамм на протяжении дня, в одной таблетке 0,5 граммов, того получается где-то в районе, наверное, 14 таблеток. Но коллаген можно купить не моей компании, а другой компании, допустим, принимать его где-то 14 граммов в день, то холестерин снижается. Также народные способы снижения холестерина — это уменьшение употребления глюкозы, так как увеличение холестерина очень часто является симптомом сахарного диабета 2 типа. Второе, не стоит забывать о том, что холестерин вырабатывается печенью. Именно поэтому поддержание печени в случае, если у вас высокий холестерин, это условие номер 1. Прием препарата Тантал или можно лекарственного растения, допустим, расторопша или фарм растения какого-нибудь, который может поддержать формирование гепатитов в печени. Далее. Холестерин — это холис, это клетка, астерин — это воска. Таким образом, такая клетка воска или восковая клетка, она может уменьшаться и может выводиться и может очищать бляшки в случае, если человек просто каждый день начинает принимать по 1 столовой ложке оливкового масла 2 раза в день. Второй вариант. Холестерин участвует в формировании гормонов. Каких именно? Кортизола. Кортизол, в свою очередь, из него формируются гормоны гидрокортизон, которые участвуют в формировании связочного аппарата суставов. Именно поэтому в случае, если у человека происходит появление заболевания ревматоидный артрит, то количество кортизола уменьшается и вводят в виде гормона гидрокортизон, что производная кортизола. Дальше сам по себе кортизол и его питание холестерином происходит в случае, если у человека активно формируются гормоны эстрадиолы, прогестероны. Это женские гормоны, и тестостерон — мужской гормон. В случае, если происходит замедление выделения данных гормонов, то у человека начинает появляться недостаточность усвоения холестерина. Холестерин очень низкой плотности, липопротеины низкой и очень низкой плотности начинают увеличиваться, что фактически приводит к появлению атеросклероза. Ну и 2 вещества и 1 действие, которое человек должен навсегда исключить из своей жизни или уменьшить его до максимально низкого уровня. Первое — это курение. Что бы кто ни говорил, курение, конечно же, не особо вредная и плохая привычка, но нужно всегда помнить о том, что если человек курит и делает это активно, независимо от того, курите вы электронную сигарету или курите вы какую-либо другую сигарету, формируется синильная кислота, формируется никотин, формируются вещества горения, канцерогенные вещества. На это все реагирует холестерин, увеличиваясь в объемах. Особенно страшно это курение, которое совмещается совместно с приемом безобидной чашки кофе. Кстати, кофе, которое заваривается в турочке, в нем находится вещество, которое называется кофейное масло. Данное кофейное масло является мощнейшим канцерогеном, которое, конечно же, не послужит тому, чтобы у вас появилось онкологическое заболевание, но вполне может привести в комплексе с выкуренной сигаретой к тому, что у вас появится в дальнейшем повышение холестерина. Именно поэтому людям, которые начинают бороться с высоким холестерином, необходимо знать, что
Кофе для вас должен быть запрещенным напитком, сигарета уменьшать до максимума, то есть начинать курить гораздо реже, не так часто. Ну и третье — это длительный сон. Чем дольше человек спит, тем быстрее холестерин снижается. Это особенность, которая уже изучена, и в данный момент уже есть определенные исследования, которые доказывают, что увеличение количества холестерина может быть напрямую связано с циркадным ритмом человека. То есть в случае, если человек полноценно спит целую ночь, то есть он засыпает в 11 часов вечера и просыпается там, 8, 9, 10, уже не особо важно, то этот человек полноценно, проводя ночь в сне, этот человек не имеет высокого холестерина. В случае, если человек имеет высокий холестерин, и увеличить у этого человека количество дневного сна или ночного сна, то, как ни странно, холестерин уменьшается, причем эта задача достигается в предельно короткий период времени. Еще раз, если у вас высокий холестерин и развиваются заболевания атеросклероз, окклюзии сосудов, тромбоз сосудов, то вам необходимо знать, что кофе для вас губительно. Для вас губительно употребление курения, уменьшайте эти привычки, увеличивайте сон. Начинайте принимать коллаген и максимально уменьшайте количество употребляемой глюкозы до минимума. Также я рекомендую народный способ, это использование куркумы, чеснока, это использование зеленого чая, это использование сока из помидор, также помидорный суп. Почему помидоры? Там находится ликопин, это вещество антиоксидант, которое великолепно растворяет в себе липопротеины, которые являются бляшками атеросклеротическими. Ну и в общем-то могу очень рекомендовать именно это. С препаратами моей компании рекомендую использовать набор, который называется Гворгин, а также атеросклеропатин. Это препараты, которые можно принимать по одной таблетке 3 раза в день, которые достаточно эффективно и в короткий срок могут помочь справиться, в том числе и с высоким холестерином, если принимать совместно с коллагеном. Ну и, конечно же, справиться с атеросклеротическими новообразованиями.